что, по впечатлениям за все 3 дня очень интересно, очень необычно. Касательно первого дня, могу сказать, тогда было больше всего энергии, больше всего запаса, ноги еще не болели, была хорошая подготовка и подводка к этому, да, то есть и вело, и бег, и специальные беговые. Собственно, на 14 километров вообще вышел в довольно-таки хорошей форме. Забег был вечером, 8 вечера, что тоже как бы наложило свой отпечаток, и, конечно, была общая напряженность на трассе. Общая напряженность связана с тем, что непонятно какой круг, непонятно какая нагрузка, нужно больше затрачивать энергии, сил, внимания на стабилизацию, потому что дорога на самом деле вот такая вот вся. То есть есть ямки, есть грязь, не видно под травой, есть участок, где мы бежим по траве, и там вообще просто не видно, на что ты наступаешь, поэтому нужно постоянно напрягать стопу, чтобы не было никакой травмы. И первые 14 километров, наверное, вот так и прошли. По сложности оно бежалось, наверное, не очень тяжело, но учитывая те факторы, которые я озвучил, а именно сложность и неизвестность как бы трассы, да, это наложило свой отпечаток. По темпу получилось по 4:06. В целом-то неплохо, я считаю. Такой темп это довольно-таки хороший. На Тобольском полумарафоне я бегал по 4:12. Вот. Ну, весной был тоже неплохой темп, около 4. Но в целом, учитывая трассу, как бы темп, я считаю, довольно-таки хороший получился. И при этом, по ощущениям, после 14 километров ноги особо не болели. То есть было довольно-таки так, скажем так, была небольшая забитость, но я бы не сказал, что прям сильно. При этом я все 3 дня перкуссионным массажером себе массажировал, собственно, ноги, особенно верхнюю часть, квадрицепсы. Вот. Поэтому первые 14 километров прошли довольно-таки неплохо. Забег номер 2 был на 7 километров. Я понимал, что его будет легче бежать в плане того, что будет более понятно, но был нюанс, что это было ночью, 23:00. Как бы было уже темно, мы все бежали с фонариками, и я понял, что очень важно, какой у тебя фонарик, потому что у меня был фонарик, который светит точечно, и он освещал только небольшой участок, но тебе нужно много места, чтобы определиться, куда ставить ноги, и в этом тоже была определенная проблема. Поэтому бежать было легче в целом, но из-за того, что было ночью темно, как бы было тяжелее, поэтому получился плюс на минус, получилось 7 километров по 3:58, довольно-таки тоже неплохо. Ну и в целом интересно, это необычно, но больше я бы не побежал ночью. Вот. Сегодня в 9 утра, получается, вчера мы в 23:00 бегали, к 12 где-то мы прибежали, и утром в 8 утра вот у нас был уже полумарафон. Почему 8? Не 8 утра, а в 9 утра. В 9 утра у нас был уже полумарафон. Погода, температура, мне кажется, ну, показывает, что где-то 23, 24, 25, но пока мы бежали, мне кажется, там в самых жарких местах было все 28 по ощущениям. Начали мы не очень быстро, все начали не очень быстро, где-то темп 4:20, 4:15, но после, наверное, на километре 7 я почувствовал, что меня начало накрывать. Стопудово сказалась общая утомляемость. Плюс к этому добавился эффект вот этот вот, про который всегда говорят, что марафон начинается с 30-го километра. Учитывая весь этот старт, он является подготовкой к марафону, к 42 километрам, потому что сумма 7 плюс 14 плюс 21 километр это как раз таки 42 километра. И получилось, что как раз таки на 7, 8, 9 километр получается больше 30 за 3 дня. И вот я поймал этот эффект, когда немножко накрывает, когда ЦНС уже напряжена, и ты как будто бы подаешь сигнал в ноги, чтобы они переставляли как бы шире шаг, быстрее вроде бы, но тебе тяжело. Определенно сказываются условия в виде жары. И получилось, что все 3 дня абсолютно разные условия. И это определенно крутая тренировка тоже. Я понимаю, что акклиматизация это очень важный, скажем так, момент, учитывая то, что большой риск, что на Симе, на марафоне будет примерно похожая погода. Именно поэтому я понял, что главная задача добежать. Темп, когда вот накрыло на 8-9 километре, темп снизился где-то, я не знаю, до 4:30, 4:40. В лучшем случае 4:45. И в некоторых местах даже был по 5, было очень тяжело. На первом круге, получается, на 7-м я съел гель номер 1. Гель был Iron Tear вроде. Я подпишу потом обязательно, какое питание было обязательно. Съел гель номер 1, 22 грамма углеводов там было.
потихонечку запил водой. На каждом пункте питания я пил воду, то есть они были каждые 3-4 километра. Я пил воду обязательно и делал 2 глотка, и остальное выливал на голову. У меня была вот такая повязочка вот на голове, она была вот так вот надета, и тут образовалась такая тарелка. И когда я выливал воду, у меня водичка здесь оставалась, и все было хорошо, замечательно. Это очень помогло пройти дистанцию, потому что я на пункты питания прям шел пешком, спокойненько ел гель, запивал водичку, выливал и бежал дальше. Потому что я понял, что самая главная цель тут как бы удерживать темп и добежать до конца. Я думаю, на марафоне примерно такая же может быть стратегия. Вот, по поводу питания, скорее всего, я нахимичил в первый день, потому что был спазм определенно в желудке и в печени, скорее всего из-за того, что я выпил новый предтрен перед забегом. Ну, что-то наподобие изотоника, как бы по составу он примерно похож, но это было что-то новое. Это был риск определенный. Вот, скорее всего, в этом проблема была. Конечно, на второй и третий забег я уже сейчас вот так не делал. Я пил по классике амилопектичник с трулиномалатом, то есть примерно по полпорции и того, и смешивал с 300 мл воды. Получается, за 20-30 минут 300 мл воды выпивал эти, и, собственно, все. И чувствовал себя в целом по питанию и на второй, на третий день вообще замечательно. Ну, то есть, все было хорошо. Вчера я, получается, ничего не ел. В первый день я даже гель есть не стал, потому что у меня, собственно, схватило. И, кстати, это тоже могло сказаться на результате, потому что на 14 километров там можно было на 7-8 в целом-то поесть, хоть и я до этого как бы поел кашу. Вот, что можно сказать по итогам 3 дней. Тренировка определенно шикарная, то есть подготовка к марафону вообще потрясающая. Здесь и акклиматизация, здесь и трейл, здесь и проработка стопы, здесь и общая вот способность раскладки твоей, когда ты ощущаешь себя и свое тело. И вообще, я скажу, что для меня это была какая-то такая борьба личная уже, что-то борьба с самим собой. Именно вот после там 7, 9, 10 километра я понял, что просто это вот ментальная работа, просто какая-то борьба, и это, мне кажется, самое главное. Когда у меня такая борьба происходит, я чувствую, что я жив, и когда я добежал, просто такое наслаждение. Я съел бананчик, я съел батончик, я выпил нулевочку, и вообще было мне просто потрясающе, просто шикарно, вообще. Я вот так вылег бы и все. Потом я искупался в этой луже, то есть вот лужа есть такая, ну, скажем, типа озера, скажем, котлованчик, вот. Я в этом котлованчике искупался. А, да, чуть не забыл рассказать про падение. Бегу я уже километра на 15-м, бегу, ноги переставляю. И что-то как-то не заметил, сук, спотыкаюсь об него и просто вот так вот весь измазался, чумазый весь. Но я быстро вскочил и побежал. Хотя меня посетила мысль, когда я упал, может не вставать вообще, может лечь, прикинуться, что я ранен. И тогда бы я просто, за мной приехал бы трактор, меня бы увезли, вызвали бы вертолет, но это ладно. Это были мечты мои. Вот, собственно, подытоживая, наверное, все по результатам, да, получилось. Первые 14 километров в 8 вечера по 4:06, вторые 7 километров по 3:58, и сейчас получилось по 4:35 средний темп. 4:35, учитывая условия жары, как бы средний темп показывает, ну, я считаю, что в целом-то неплохой, учитывая, что я это все дожил. Под конец почувствовал в затылке тяжесть. Такое ощущение тяжести в затылке, это, скорее всего, что-то наподобие теплового такого удара небольшого, скорее всего, есть. Но после того, как я отлежался, искупнулся, покушал, поел, попил, вроде отпустил. И сейчас уже самочувствие в порядке. Ноги чувствуются забиты, будем массажировать. Итак, к нам подошла тут Надежда. Надя занимается вместе со мной в клубе Iron Team. И сейчас мы у нее спросим, как, собственно, прошел забег для нее. Во-первых, скажи, в каких забегах ты участвовала вот за эти 3 дня? Ночной забег и вот сейчас 21 километр. Это было очень жарко. Это было очень жарко? Это было очень так, жарко. Давай по порядку. По итогу, с каким средним темпом ты пробежала? Упс, ну я, если честно, очень долго в этот раз бежала, целых 2 часа бежала, то есть какой-то средний темп. Понял, короче... Цель была добежать, да, в целом, как и у многих? Сегодня цель была добежать, да, потому что я уже хотела сойти на 7 километре, если честно. Потому что была длительная болезнь, поэтому я только выздоровела, только втягиваюсь. Но я вообще счастлива своему результату и то, что я добежала. Хорошо, что думают твои дети по поводу твоего забега? Я для них пример. Скоро побегут со мной. Хорошо, как вы решили вчерашнюю ситуацию, когда дети не давали тебе фонарик для того, чтобы бежать ночной забег?
забрала и побежала. Вот какая жестокая мать. Представьте себе, забрала у детей фонарик. Ужас какой. Что, какие планы на какие ближайшие забеги у тебя будут? Так, в Сочи триатлон я бы хотела. Но я думаю, кстати, насчет марафона 42 километра. Тренер еще об этом не знает, но... Тренер. Передаю привет. Представляете, да? Такая, как бы, до марафона тут осталось всего лишь дней сколько? 20-25, наверное, да? Она такая, почему бы 42 километра не пробежать? Я предупредил своего тренера 2 недели назад. Я Нашего. почти тоже сказала намеком, что я хочу пробежать. Он не сильно одобрил, но посмотрим. Круто. Спасибо. Ну что, трасса, сказать, сложно или нет? Сложно сказать. Первые 2-3 километра мы бежим по полю. Из них 1 километр это, как раз таки, как я рассказывал, по траве. Когда ты не видишь, что под травой, какой там рельеф именно. Потом мы забегаем в лес, и там в лесу мы бежим по дороге такой грунтовой, с лужами, с ямами. Наверное, километров, наверное, 10 еще. А, нет, подожди, какие 10? Всего же круг 7 километров, секундочку. Наверное, километров 5. Потом километр идет, там есть по асфальту участок километр. И потом километр еще, примерно, если не ошибаюсь, по уже снова так через деревушку проходит дорога. Ну, тоже там примерно грунтовка такая. Местами лужи, кочки, все это имеется. Местами бежишь по траве. По всей дороге были обозначения, такие полосочки светоотражающие. Вчера было очень удобно по ним ориентироваться. Кстати, в темноте по ним ориентироваться идеально. Ты бежишь, светишь фонариком, они отсвечивают, и ты знаешь, что правильно бежишь. Хотя в первый раз мы бежали-то в 8 вечера, они не отсвечивают, и тогда не видно. Теперь по организации подсолнух, да, собственно, я считаю, что организация, тем не менее, неплохая. То есть, конечно, уровень не сим, но учитывая, что, как это происходит в регионах, учитывая, что это, в принципе, такой праздник, да, палаточный этот городок, все отдыхают, на природе это все происходит. Да, действительно, местами можно заблудиться, и говорят, что на этих гонках заблудиться это нормально вполне. Ну, вот так вот, как есть, да. Учитывая, я думаю, стартовый взнос, то, что это полностью такая история любительская, скажем так, организовываю для себя, на каких-то, собственно, ну, полностью, я думаю, альтруистическое начало тут. Ну, и, собственно, я считаю, это прям классный старт именно для местных, вот. Хотя, тем не менее, по-моему, иногда приезжают даже не местные. Вот. Поэтому по организации мне все понравилось. По питанию нормально, водичку давали, все эко. Давали в пластиковых, не в пластиковых, в пластмассовых стаканчиках, которые потом подбирали. Были бананы на 21 километр, были бананы, апельсины, хотя я их не ел. Вот. Но я потом после подошел и поел. На пункте питания, вот, пункты питания сами расположены в Тиньке, тоже это очень продумано. Итого, получается, 3 пункта питания было, ну, на 7 километров 3 пункта, я считаю, это вполне себе неплохо, учитывая жару. Вот. Но заблудиться можно, конечно, да, но тем, кто бежит все 3 дня, заблудиться сложно. В целом, если ты будешь бежать с кем-то, в целом, куда бежать плюс-минус понятно. Вот. Поэтому по организации как-то так. А сейчас мы возьмем интервью у Армана. Как видите, ему очень плохо человеку. Он прибежал, какой по счету? Ему отлично, 3-й. 3-й. С каким средним темпом ты бежал, Арман? 4:30. 4:30? Подожди, у меня 4:35. Как у тебя? А я сокращал просто. Хорошо, Арман на самом деле, ну я считаю, Арман машина, бегает ультрамарафоны. Какой последний старт, в каком ты участвовал, длительный? Это было в Екатеринбурге, получается, Екатеринбурге, там 100 километров у меня было, последний старт. Это 9 мая было, Кубок России. Сколько калорий ты сжег за 100 километров? Где-то 2600 где-то примерно так. Что ты съел после забега? Шаурму. Вот человек разбирается, шаурму съел. Хорошо, а в целом вот такие длительные забеги с каким ты темпом обычно бегаешь? По 8:20. По 8:20, да, по 8:20. Отлично, в целом тебе сегодня бежалось-то как по ощущениям? Да, если честно, как бы бежалось хорошо, но на 19 километре все-таки солнце сыграло свое, накрыло. А так, да, все хорошо было, по плану все. 2 дня экономили силы, на 3-й день выкладывались. То есть, понимаете, он эти 2 дня там топил, как бешеный до этого. А сейчас, говорит, я, экономил силы, а сейчас выложился. Нормально, это мне нравится. Ну ничего,
Э, Кстати, сколько лет ты бегаешь уже? 2,5. 2,5 года. Блин, а я думал лет 5-10, думал, ну вот это... Он так хорошо бегает, потому что долго бегает. Оказывается, не так уж и много-то. А ты до этого занимался чем-нибудь? Ну, футбол, может, года 2. Все. Все. Чисто случайно попал в бег. Арман, на самом деле, у нас переехал из Америки. Вот он выступал за Бруклин. Вот можно увидеть. Скажите, пожалуйста, как давно вообще вы в спорте бегаете сами? Сколько лет уже? Наверное, с 12 лет, как легкой атлетикой занялся, чисто для здоровья, так и продолжаю. Но сейчас активно уже бросил заниматься этим грязным делом, поэтому приучаю других. Круто. Вот. Скажите, пожалуйста, а сколько лет вы уже организовываете именно вот мероприятия подобного рода? Именно подобного рода, конкретно на этой поляне, наверное, 7-й год. Проводим беговой кубок и экстремалов удачи, 6-й сезон подряд. А так вообще, наверное, общий такой организаторский стаж, более 25 лет организации таких вот спортивных мероприятий, в частности, конкретно бега. Вот. Скажите, пожалуйста, вот с каждым годом увеличивается ли количество участников? В экстремалах удачи в проекте конкретно, да, увеличивается, и корпоративные мероприятия больше на основе этой гонки. А что касается беговых событий, они как были, есть вот в пределах до сотни, чуть больше за 100 человек, так и существует. В принципе, никакой рекламой не занимаюсь, не продвигаю. 1-2 поста перед мероприятием, и вот то количество, какое есть, там 60, 80, 90, 100 человек, то оно и есть. Ну что, друзья, я надеюсь, что после этого выпуска вам будет понятнее, как можно подготовиться к марафону, как происходят какие-то местечковые старты в регионах, потому что в регионах тут тоже жизнь бьет ключом. И я желаю всем спорта, ЗОЖа, чтобы все ощущали вот эту вот какую-то борьбу с собой, хотя она не обязательно, это личный выбор каждого, но моя философия лично такая. И вот эти вот преодоления для меня, на самом деле, они делают мою жизнь ярче. Именно поэтому я желаю, чтобы жизнь у каждого была ярче за счет каких-то личных вот таких выборов, решений и каких-то преодолений, может быть. Всем спасибо, пока-пока.